Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такой вот чепчик, модный аксессуар в этом сезоне. Ну, он модный был и в прошлом сезоне, но сейчас особенно. Смотрю, мои девчонки вяжут, ну, думаю, ну как же я не свяжу тоже. Из чего я вязала? Вот смотрите, как он у меня выглядит. Так, видите, спицы. Вот такой вот клин у нас уменьшающийся сзади. Вяжется очень просто. Вязала я его из пуха норки Алиэкспресс. Вот остаток, 2 мотка пуха норки. Все ссылки я оставлю под видео. И вот такая вот ангора, тоже Алиэкспресс, с пайетками. Очень мне понравилось. Здесь у нас метраж 200 метров в 100 граммах. В 50 граммах у меня ушло не целый моток. Вот, чуть-чуть осталось. Вот. Из чего я могу судить, что на всю шапку нам нужно 190 метров. Вот на это вы и ориентируйтесь. Плотность вязания в 10 сантиметрах в ширину 19 петель, в высоту 30 рядов. Это тоже ориентировочно. Ну, это мое изделие, вы на это ориентируетесь. Надо вам детская шапка, берите тоньше спицы. Надо вам взрослая шапка, берите толще спицы. Вот и все. И не нужно особо заморачиваться. Значит, вот такие вот у меня завязки. Пушистенькая, классненькая. Поеду в ней в Италию. Все. Еще бактусик какой-то такой свяжу. У меня же есть еще эта пряжа. Итак, 200 метров в целом ушло на эту шапку. Вот спицы я использовала двух размеров. 3,5 миллиметра и 2 миллиметра. То есть разница в 1,5 размера. Вот разного диаметра спицы. И пряжа, как я уже сказала, 1 моток с пайетками и 2 мотка. Ну вот со второго мотка вот сколько осталось. Там совсем чуть-чуть использовалось. Кстати, второй моток только завязки связаны. Поэтому вот так вот. Так, сказала все, да? Ссылки оставлю. Шапка, сейчас измерю размер, чтобы вы понимали. Ну. Высота ее 26 сантиметров вместе с завязкой. Так, и глубина ее 20 сантиметров. Вот. Такая вот она аккуратненькая, симпатичненькая. Кстати, с пайетками ее связать опять же из группы я. Из канала в Телеграм взяла идею. Спасибо, девчонки, вы меня мотивируете, направляете, помогаете. Так, итак, вяжем сегодня вот этот чепчик. Итак, девчонки, у меня в работе 2 нити пуханорки. Вот они, 2 нити. Далее 2 нити дополнительные. Так как у меня больше клубков, я беру 2 моточка. Вы можете отмотать, чтобы использовать 2 нитки. Ну, а также можете использовать одну, тоже как бы вариант. Так, вот они. И 1 нить вот этой вот ангоры с пайетками. Можно хлопок с пайетками добавить. Я буду петли на спицу 2 миллиметра. Итак, набираю способом качели. Вот так вот захватываю нить. Поворачивать. Так вот. Теперь за заднюю нить переднюю захватываем. Под переднюю нить заднюю захватываем. Под заднюю переднюю захватываем. Мой любимый способ качели. Заменяет все итальянские, французские, всевозможные способы набора петель. Значит, итак, набираю 89 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
89 петель. Так, теперь в конце вот так вот пальцами я придерживаю, и здесь нужно завязать узелок, потому что это такой живой набор петель, который может быстро распуститься, поэтому вот так придерживая это все пальцем, я завязываю узел. Вот, все, теперь не страшно. И теперь начинаю вязать. Опять же, первый ряд этими тонкими нитями. Вот, и он должен быть тугенький первый ряд. Первую петлю я снимаю. Вот здесь вот смотрите, здесь отлично видно, где у нас лицевая. Вот разворот петли. Мы вяжем лицевую. Есть. Где у нас изнаночная, вот смотрите, он уже здесь есть узелок, то есть она нарисована уже, эта изнаночная. Вяжем изнаночную. И так далее. Весь ряд. Чем тоньше будет провязан вот этот именно первый ряд, тем красивее будет вся резинка и край этот будет. Я потом вы все это увидите. Я думаю, вы уже в начале все увидели. Поэтому вот такие вот нюансы, они очень важны. Я имею в виду вот спица на 1,5 размера уже, ну, меньше уже. Изнаночные петли я провязываю изнаночной, и еще один ряд я вяжу тонкими спицами, этими 2 миллиметра. Так, вот я провязала 2 ряда. Теперь я перехожу на спицы 3,5 миллиметра. Смотрите, если у вас, вот вы вяжете, у вас расхлябистая резинка, то возьмите спицы, или останьтесь на вот этих, или возьмите меньше, чем основные. Я же беру на 3,5, и мне как раз нормально. То есть я затягиваю резинку, чтобы она была вот такая вот плотненькая. Так, и теперь вяжу резинку 1 на 1, продолжаю вязать далее. Продолжаю. Итак, я провязала 10 рядов всего. Вот такая вот резиночка у меня. Вот она прекрасна. И теперь вяжу чулочной гладью. Кромочные петли в начале ряда я снимаю, в конце ряда провязывая изнаночной петлей. В первом ряду это изнаночную петлю я за переднюю стенку, лицевую за заднюю провязываю. Далее у нас все сравняется. Последняя петля изнаночная, изнаночный ряд, изнаночные петли. И продолжаю таким вот образом вязать без изменений 89 петель. Итак, после резинки я провязала 32 ряда, и в сантиметрах это у меня
всего 16 сантиметров. И в сантиметрах это 12 сантиметров на данном этапе без ВТО. Я разделила теперь, значит, после резинки 32 ряда. Разделила, значит, отделила маркером 32 петли. Далее по центру у меня 25 петель. И здесь 32 петли. И теперь будем вязать центральную часть. Для начала я вяжу до первого маркера. Так, переснимаю маркер и перехожу на центральные 25 петель. Я вяжу 24, не довязываю одну петлю до маркера второго. Так, не довязываю одну петлю до маркера, переснимаю ее, пока убираю маркер, то есть одна петля отсюда, одна из боковой части, и провязываю 2 петли вместе лицевой. Одеваю обратно маркер и поворачиваюсь. Первую петлю снимаю, вяжу теперь изнаночный ряд, только вот эти вот центральные петли. И снова не довязываю одну петлю до конца. Так, вот она, одна петля не довязанная. Я ее переснимаю, снова снимаю маркер, возвращаю и провязываю 2 петли вместе изнаночной. В изнаночном ряду эти петли провязываются изнаночной. Здесь можно маркер возвращать, чтобы не потеряться, а можно, если вы чувствуете уверенность, то не возвращайте. Значит, снова возвращаюсь, первую петлю снимаю, вяжу до второго маркера. Таким образом у нас петли по бокам сокращаются, а по центру провязываются. Вот они, видите, здесь будут сокращаться. Так, одну петлю не довязываю, переснимаю, снимаю пока маркер, возвращаю, провязываю 2 петли вместе лицевой, то есть вот эта петля не меняется, вот такую косичку она образовывает. Одеваю маркер, поворачиваюсь и так далее продолжаем. В конце каждого как бы ряда центрального, ну вот этого центра, мы сокращаем одну петлю из боковых частей. То есть довязываем до маркера, одну петлю берем отсюда, одну отсюда, провязываем вместе. Здесь у нас перемещается сюда маркер, по центру петли остаются те же.
без изменений количества петель. Вот последняя петля перед маркером, снимаю, одеваю, провязываю изнаночной. И потом здесь, кстати, вот смотрите, маркер не особо-то уже и нужен. Здесь такая вот дырочка образовывается, и все хорошо видно. То есть без маркера тоже вполне себе можно вязать. И продолжаю таким образом передвигаться сюда и сокращать петли из основного полотна. Итак, смотрите, как это выглядит. Вяжется у нас центральная часть, и по бокам сокращаются петли. Вот они. Здесь всего я сократила, сделала 13 сокращений, и здесь 13 сокращений. Здесь остается у меня 19 петель с одной стороны и 19 петель с другой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19. Все правильно. С этого момента мы начинаем еще сокращать петли вот этого участка. Каким образом? Если там мы в конце каждого ряда провязываем 2 петли вместе, то здесь, видите, я уже не использую маркеры. Первую петлю я снимаю, а вторую, третью провязываю вместе и вяжу до конца. То есть уже одну петлю из центральной части я сократила. Так, здесь я не довязываю 3 петли и поворачивая вот эти 2 петли, провязываю тоже 2 вместе слева направо, таким вот образом. То есть я еще одну петлю из центральной части сократила, и только потом я провязываю вот эту последнюю и сокращаю из основного полотна еще одну. В этот момент у нас центральная часть уже становится 23 петли. То есть 2 петли мы сократили. Далее вяжем точно так же изнаночный ряд. Так, последнюю петлю также провязываем со следующей, сокращаем петлю с основного полотна, поворачиваемся. В этот раз мы ничего не делаем с центральной частью, просто провязываем как обычно, и только в следующем лицевом ряду мы опять сократим следующие 2 петли в начале и в конце. То есть мы их сокращаем через 3 ряда: изнаночный, лицевой, изнаночный. То есть в каждом 4-м ряду мы будем сокращать по лицевой стороне петли из центральной части. Так, вот видите, я из центральной части не провязываю 2 вместе, только боковушку сокращаю. И изнаночная тоже без никаких изменений, только боковая часть сокращается. Так, 3 ряда я провязала, изнаночный, лицевой, изнаночный, и снова теперь я буду делать сокращение. Первую петлю снимаю, 2 следующие провязываю вместе, вяжу до конца этой центральной части. Вот смотрите, можно уже видеть, что эта часть
пошла на убывание. Так, в конце не довязываю 3 петли, поворачиваю 2 петли и провязываю вместе. И продолжаем таким образом. Еще вот эти вот 2. По плану все как идет, только так. Вот, теперь у нас 21 петля. Таким образом мы продолжаем. Сейчас вяжем 3 ряда по старой схеме, то есть только в конце 2 вместе. 1 петля с центральной части, 1 с боковой. Изнаночный, лицевой, изнаночный, все по старой схеме, а потом снова мы с центральной части сокращаем 2 петли. Так продолжаем. Итак, вот смотрите, как это. Вот здесь вот были сокращения, видите, и центральная часть, в результате чего у нас сузилась. Еще по боковым частям у меня осталось 5-4, ну здесь просто сокращена, я изнаночный ряд довяжу 4 петли. И по центру у меня сейчас осталось 1, 2, 3, 4, 9 петель. Вот когда 9 петель у нас остается, мы больше сокращения не делаем, мы вяжем ровно, то есть только боковые части. Ой, сокращаем все, центральную часть на 9 петлях мы оставляем нетронутой, то есть больше по центру мы сокращений не делаем, только вот эти вот боковые. Центр у нас остается неизменным. И довязываем, пока у нас вот эти вот петли не сойдут все на нет, пока их не останется. Вот сейчас на данном этапе вот так вот выглядит шапочка. Шикарно. Для завязок я набираю 10 петель. Если вы хотите поуже завязку, не такую, как у меня, вы можете набрать 8 или 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь первый ряд вяжем резинкой 1 на 1. Раз. Изнаночную, кромочную, изнаночной. Второй ряд лицевую провязываем лицевой, изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую, лицевой, изнаночную снимаем нить перед работой. И так до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной. И таким образом повторяем. В лицевом ряду резинка, здесь за переднюю стенку лицевую, так как она у нас была снятой, не провязанной, а изнаночной снимаем изнаночную петлю, лицевую провязываем. Еще раз показываю. Здесь лицевая за заднюю стенку, изнаночную снимаем, лицевая за заднюю, изнаночную снимаем. И так вяжем нашу завязку. Можно, я же говорю, из 8 петель, из 6 петель, ну только чтобы четное количество петель было. Итак, я провязала, вот смотрите. Тут вы можете корректировать, да, не обязательно. У меня 39 сантиметров. Вы можете как больше, так и меньше вязать. И теперь, ну вот сейчас провяжу еще 2. И будет 40 сантиметров. Теперь мы будем присоединять к нашей шапке. Итак, в первом ряду мы все петли провязываем и за последнюю петлю присоединяем. Итак, вяжем первый лицевой ряд. Все как мы и вязали. Изнаночную, а вот кромочную, смотрите, я переснимаю
беру основную деталь. Здесь одеваю вот как бы первую петлю. Это будет первое присоединение. Вот прям угол с левой стороны шапки. Возвращаю эти 2 петли на левую спицу и провязываю их вместе лицевой. Вот таким образом я присоединила, поворачиваюсь, вяжу второй ряд. Тут мы петли снимаем. И снова в лицевом ряду присоединяем следующую петлю. Так, вот она, кромочная. Здесь, смотрите, здесь у нас кромочные петли. Вот мы за переднюю стеночку берем каждую кромочную, одеваем и вместе с этой кромочной провязываем лицевой. Снова поворачиваемся, не тарахтеть. То есть здесь мы будем по вот этому срезу нижнему присоединяться одновременно. Первую петлю снимаю, далее вяжу ряд. И снова в следующем ряду присоединю следующую кромочную. Так, снова снимаю. Тут следите, чтобы следующая кромочная была. И провязываю ее. Вот видите, я передвигаюсь этой завязкой далее, далее, далее. Таким образом присоединяюсь. Подвигаюсь сюда. Только следите, самое важное, чтобы вы не попали в одну и ту же кромочную. Вот так вот, видите, это уже работало. Следующую, следующую, следующую. Таким образом продвигаемся. Я дошла до этих открытых петель. Вот. Не тарахти. Вот так вот это выглядит. Теперь я продолжаю вязание, но теперь закрепляю это все дело по петлям. Не по кромочным, а по вот этим вот открытым петлям. Сейчас я вам все и покажу. Значит, вот последняя. Здесь у нас есть нить, которая осталась после вязания. Ее можно сейчас зафиксировать. И сейчас даже можно использовать вот эти спицы. Значит, кромочная последняя и первую петлю провязываю с кромочной. Далее поворачиваюсь. Все точно так же, как и вязали до этого, только мы не за кромочную, а за петлю. Сейчас уберу вот эту спицу уже и перейду на эти мои основные. Так, здесь у нас первую мы уцепили, вторую мы делаем вот таким вот образом. Сейчас, ой, я неправильно, здесь же просто лицевыми неправильно провязала, сняла, да? Так, второй раз я присоединяю 2 петли. Смотрите, не одну вот так вот,
а 2. Вот. И поворачиваюсь. Первый раз 1, второй раз 2, то есть 3 вместе провязываю. Третий раз 1, четвертый раз тоже 1, пятый раз, одну, шестой раз 1, ой, шестой раз 2, девчонки, простите, шестой раз 2, вот одна это кромочная и 2 петли, то есть вторую и шестую мы по 2, второй и шестой раз, то есть всего у нас там было 9 петель, и из них получилось 7 как бы присоединений, потому что второй раз и шестой раз мы присоединили по 2 петли. И вот седьмой последний раз, одна последняя петля, и далее снова мы продолжаем по кромочным. Вот она, видите, последняя, я ее присоединяю, и продолжаю уже далее двигаться по кромочным, как и в начале. Так, вот смотрите, далее мы уже идем по кромочным. Вот она, первая кромочная, я за нее присоединяюсь, и далее продолжаю двигаться по кромочным в этот конец. Вот смотрите, дошла я уже от центра к краю. Сейчас вам покажу, как закончить это все дело, вернее не закончить присоединение. И далее мы еще вяжем саму завязку 40 сантиметров, столько же, сколько мы вязали в начале. Ну и что я делаю опять? Ну вы видите, что творю? Кошмар какой-то. Так, вот.
Смотрите, у меня здесь есть кромочная. Вот она. Я присоединяюсь за нее. Вот как бы последняя кромочная, но получается зазубрено, поэтому мы еще раз присоединимся за краешек, и тогда у нас будет все красиво. Так. Вот, смотрите, вот здесь вот мы как бы за петлю уже присоединяем последний раз, и далее вяжем ровно. Вот, все у нас присоединено. Вот эти все хвосты мы заправляем туда, да? Здесь у нас присоединено за первую петлю, и здесь за последнюю, и все. И у нас получается вот так. Вот это все вокруг шеи. Аккуратненько, хорошо, то есть ничего не расхлябано, все по телу. Я вяжу еще 40 сантиметров завязку. Итак, я довязала 40 сантиметров, и теперь закрываю все петли по узору. Это значит, там где лицевая, я закрываю лицевую, где изнаночная и изнаночная. Вот и все. Все хвосты, все петли я попродеваю крючком. Вот, отлично. Так, есть. И крючочком я это все продену. И все ниточки я попродеваю, попрячу таким же способом. Вот. Так как пухнорки китайские любят у нас стиральную машину, я вот изделие из такой пряжи, у меня функция стиральная машина с сушилкой, вот я ее на эту функцию и бросаю стирать, и оно распушивается и приобретает красивый вид. Это тоже нужно знать, какую пряжу. Вот именно эту можно, да, она это любит.